Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим мою любимую закуску рыбную. Это форшмак. И приготовим ее по рецепту моей бабушки. Нам понадобится 3 сваренных яйца вкрутую, филе селедки, у меня 300 грамм. Желательно, чтобы селедка была слабосоленой, малосольной. 2 картофельные отварила в мундире и почистила. Все мы нарезаем на кусочки, чтобы нам было удобно потом измельчать в мясорубке. Небольшая красная луковица. Если у вас селедка соленая, то лучше филе предварительно вымочить в молоке или в воде несколько часов, 3-4 часа. Но вот у меня попалась уже такая вот очищенные спинки селедочные. Я купила их в магазине. Они достаточно малосольные. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И начинаем при помощи мясорубки измельчать. Вообще, обычно такой традиционный форшмак делают с хлебом и с яблоком, добавку делают. Но вот моя бабушка делала с картофелем. Без хлеба и без яблок. Я пыталась приготовить с хлебом и с яблоками, но в моей семье этот рецепт не прижился. А вот бабушкин рецепт, у нас уходит этот форшмак по ее рецепту за милую душу. Я использую мясорубку с большими отверстиями. Я люблю текстуру такую более грубую. Если вы любите более такую нежную текстуру, то используйте мясорубку с отверстиями с маленькими. Или если у вас нет мясорубки, то можно это сделать блендером. Или уж если нет и блендера, то просто все рубить ножом вручную. Я добавляю также 100 грамм охлажденного сливочного масла. Можно делать это блюдо и с растительным маслом, но со сливочным это очень вкусно. Все-таки это на праздничный стол, закуска. Конечно, со сливочным вкусно. Моя бабушка делала именно со сливочным маслом. Вообще это блюдо все перемешиваем. Вообще это блюдо, конечно, очень удобное, очень экономное, бюджетное. В том смысле, что из небольшого количества селедки готовим на большое количество гостей это блюдо. Добавляю чайную ложку сахара, поперчить, чайную ложку уксуса, у меня 5%. Я немножко еще досаливаю. Делайте это по вкусу, пробуйте, чтобы вам нравился вкус вашего форшмака. И посмотрите, какой у нас красивый форшмак получился. Отправляем его в контейнер с закрытой крышкой в холодильник. Поставить нужно, чтобы он остыл, чтобы он холодненький стал, хотя бы на час, на 2. У меня форшмак стоял в холодильнике час. Он уже стал холодненьким. И сейчас мы его будем пробовать. Обычно подают форшмак к черному хлебу, к бородинскому. Можно поджарить кусочки хлеба. Это так вкусно. Я готова не только в качестве закуски есть форшмак, но просто вот это, мне кажется, самый вкусный бутерброд. Как же я люблю форшмак. И именно вот такой, без яблока и хлеба, на картошке, по рецепту моей бабушки. Очень советую.